Шалом, друзья! В сегодняшнем видео буду заканчивать уже с ручками для станка. Вот нужно выточить из дерева замену вот этой пластиковой ручки. Вот она сюда вот так накручивается. Такая вот ручечка. Ну что ж, приступаем. Так, как обычно, для всех этих ручек я установил вот дикую яблоньку. Ну, начнем с обдирки коры. Так, понадобятся две таких вот детали. Вот здесь прям так карандашом намечаю ориентировочные их размеры. Можно приступать непосредственно к точению.
вот получились такие вот ручечки. Теперь здесь просверлить и соединить вместе с вот этой. Соединить их вот с этой деталью. Вот. Сейчас просверлю, покажу, что из этого получилось. Просверлил. Тут резьба на 12, просверлил 11 миллиметров. И просто-напросто вот так оно вкручивается. Пойдем, покажу теперь для сравнения, как было и как стало. Вот. Так было с пластиком, а так стало вот деревянное. У меня деревянная и в руке удобнее сидит такой формы, да и симпатичней, чем пластик. Для пущей надежности вот намесил клея эпоксидного и вот эту резьбу сюда макаю и закручиваю. Так оно уже, как говорится, на века будет. Может, даже если начнет рассыхаться, еще что-то за счет смолы, оно будет держаться очень крепко. Оно и так туго закручивается, но все же. Так будет надежней. Теперь это вскрыть масловоском. И вот получилась такая прикольная ручка. Для сравнения. Одна с масловоском, вторая без масловоска. Масловоск, конечно, замечательная, шикарная вещь. Преображает древесину. Очень красиво раскрывает всю ее красоту. Плюс защищает. У меня на сегодня все. Пишите в комментариях, какие вам больше ручки нравятся. Вот такие пластмассовые вы себе оставили или переделали на такие деревянные. Я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока.